Знаете ли вы, что Илон Маск изобрел новый гиперзвуковой самолет? Известно ли вам, что он представил концепцию сверхзвукового истребителя, скорость которого нарушает все законы физики? Смотрите видео до конца, и вы узнаете все секреты нового самолета, а также почему его называют истребителем НЛО. Вы готовы? Тогда поехали! Кто такой Илон Маск? Илон Маск – это американский предприниматель, который начал свою карьеру как визионер и предприниматель, достигнув невероятного успеха в различных областях. Его имя связано с несколькими крупными проектами, включая производство электромобилей Tesla, космические миссии SpaceX и развитие интернет-инфраструктуры. Маск также активно занимается созданием глобальных коммуникационных сетей и исследует возможности освоения Марса. В 2000 году Маск начал развивать идею электромобильности, создавая электромобильную версию знаменитого автомобиля Tesla. Его работа в этой области включает разработку инновационных аккумуляторов, экологичное производство и продвижение экологически чистого транспорта. В мае 2020 года Маск организовал первый в истории коммерческий полет на космическом корабле Crew Dragon. Этот запуск был выполнен на российском космическом аппарате «Союз», но без участия российских космонавтов. Таким образом, Маск создал новую модель международного сотрудничества, позволявшую частным лицам участвовать в космических миссиях. В октябре 2022 года Маск анонсировал планы по созданию колонии на Марсе. Этот проект предусматривает создание автономного сообщества из 1000 людей, которые будут жить и работать на марсианском спутнике. Целью является создание автономной цивилизации, способствующей проведению научных исследований и культурных мероприятий. В ноябре этого же года Илон Маск приобрел контроль над социальной сетью Twitter, что усилило его присутствие в цифровом пространстве и расширило его бизнес-стратегию. Детство Илона Маска. Илон Маск родился 28 июня 1971 года в Притории, столице Южноафриканской Республики. Его отец, Эррол Маск, занимался инженерией и предпринимательской деятельностью, связанной с импортом драгоценностей из Замбии, а мать, Мэй Маск, работала в модельном бизнесе. Илон был старшим ребенком в семье, и у него есть младший брат Кимбал и младшая сестра Тоска, которые также добились успеха в жизни. Детство Илона Маска прошло в атмосфере увлеченности космосом, что было характерно для 70-80-х годов прошлого века. Космос был предметом обсуждения в обществе, и космические программы активно разрабатывались в те годы. В это время же начали появляться первые персональные компьютеры и видеоигры, а интернет и мобильные устройства еще не существовали. В детстве Илон Маск любил играть в аркадные автоматы. Он читал научно-фантастические романы и изучал законы робототехники. Илон выделялся среди сверстников своей замкнутой личностью и спокойствием. Он был меньшего роста и физически слабее других ребят. Его изолированное поведение вызывало негативное отношение со стороны сверстников, и мальчик был изгоем. В 1979 году родители Илона разошлись, и дети остались с матерью. Мать поддерживала его инициативу и старалась помогать ему в любых начинаниях. Спустя какое-то время Илон переехал к своему отцу. Тот, в отличие от матери, был строгим воспитателем, часто недооценивал чувства сына и жестоко обращался с ним. Илон рассказывал, что такое поведение отца усложняло их взаимоотношения. Несмотря на это, Маск сохранил независимость и настойчивость, что помогло ему найти свое место в жизни. Обучение в университете и первый заработок. Илон Маск с ранних лет проявлял интерес к технике и программированию. Когда ему было 12 лет, родители подарили ему первый персональный компьютер. Илон быстро освоил курс по программированию на языке Basic и начал создавать собственные программы. Его первым серьезным проектом стала видеоигра Blastar на космическую тематику. Юный предприниматель не только разработал игру, но и сумел продать авторские права и исходный код компании PC and Office Technology за $500. В 17 лет Илон решил переехать в Канаду, чтобы жить у родственников матери в Кингстоне, провинция Онтарио. Там он поступил в Королевский университет, а через 2 года перевелся в Пенсильванский университет в США, где сосредоточился на изучении физики и бизнеса. Маск также планировал получить ученую степень по физике и материаловедению в Стэнфордском университете. Однако вскоре он понял, что хочет развивать собственный бизнес, и
и оставил учебу. В 90-е годы, когда интернет только начинал развиваться, предприниматели начали активно искать новые возможности. Илон Маск не стал исключением. В 1995 году он основал компанию Zip2, которая создавала бизнес-справочники для интернет-магазинов. В 1999 году Маск вложил деньги от продажи Zip2 в новую компанию X.com, которая предоставляла финансовые услуги в интернете. Позже эта компания стала известной под брендом PayPal. Однако по разным причинам Маску пришлось покинуть проект. Никто, даже тогда еще будущий миллиардер Илон Маск, не застрахован от аварий на дорогах. Если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки. Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. SpaceX и космические технологии. В 2002 году Илон Маск решил вернуться к своей детской страсти – космосу, и основал компанию SpaceX. Его целью было изменить состояние космической отрасли, которая, по его мнению, нуждалась в реформах. Компания SpaceX постепенно, шаг за шагом, движется к своей цели. Она разработала несколько моделей космических аппаратов, которые уже доказали свою эффективность и надежность. Falcon 1 – первая в истории частная легкая ракета-носитель, которая успешно вышла на околоземную орбиту. Это был важный шаг для компании и всей космической отрасли. Falcon 9 – средняя двухступенчатая ракета-носитель. Она частично многоразовая. Ее первая ступень после отстыковки возвращается и вертикально приземляется на площадку. Это позволяет компании экономить деньги и ресурсы, а также делает запуски более эффективными. Falcon Heavy – сверхтяжелая ракета-носитель, также частично многоразовая. Она способна выводить на орбиту большие грузы и космические аппараты. Еще два важных проекта SpaceX – Cargo Dragon и Crew Dragon. Это космические корабли, которые доставляют на МКС грузы и астронавтов. Они запускаются с помощью ракет Falcon 9. Эти корабли стали важным вкладом в развитие международного сотрудничества в области освоения космоса. Tesla и SolarCity. Илон Маск, известный своими амбициозными проектами в области освоения космоса, также активно работает над решением актуальных проблем экологии на Земле. В 2003 году он основал компанию Tesla Motors, которая занимается производством электромобилей. Первым продуктом Tesla стал спортивный автомобиль Roadster, который выпускался с 2008 по 2012 год. Затем последовали другие модели – легковые автомобили Model S, Model X, Model Y и Model 3, а также грузовик Tesla Semi. Модель Model 3 стала самым дешевым и продаваемым электрокаром в мире. Кроме того, Tesla выкупила компанию SolarCity, которая специализируется на вопросах накопления и хранения солнечной энергии. Это позволило компании расширить свою деятельность и предложить клиентам не только электромобили, но и решения для использования возобновляемых источников энергии. The Boring Company и Hyperloop. В 2016 году Илон Маск основал компанию The Boring Company. Сначала она была дочерней структурой SpaceX, но затем стала самостоятельным предприятием. Название отражает суть деятельности компании. Она планирует создавать подземные тоннели для решения проблем с трафиком в крупных городах и избавления людей от скучного стояния в пробках. В 2018 году компания реализовала свой первый проект – испытательный тоннель Loop Transportation System в городе Хоторн. Этот тоннель связал штаб-квартиры The Boring Company и SpaceX. Один из амбициозных проектов, которые пытается воплотить Маск, принципиально новый вид высокоскоростного транспорта. Проект получил название Hyperloop. Изначально он задумывался как надземная система трубопроводов, по которым движутся капсулы почти в полном вакууме. В 2018 году The Boring Company получила официальное разрешение на строительство первой подобной трассы. Однако, в отличие от изначальной задумки, она также будет подземной. Подобные идеи и не только я описал в моем телеграм-канале «Необычная Америка», в котором я публикую самые невероятные истории из жизни в США и делюсь важными новостями. Заходите, читайте и подписывайтесь. Новые горизонты. SpaceX и Tesla.
В 2024 году SpaceX продолжает разработку и испытания Starship, полностью многоразовой системы из одноименного корабля и сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy. В апреле 2023 года состоялся ее первый тестовый запуск. На 4-й минуте полета аппарат взорвался. Но Илон Маск не унывает. Он назвал испытания успешными, ведь у инженеров появилось больше информации, что нужно доработать. С июля 2023 года началось производство нового пикапа Tesla Cybertruck, который уже вызвал ажиотаж своим необычным киберпанк-дизайном. Разрабатывается второе поколение спорткара Tesla Roadster, заявленного как самый быстро разгоняющийся в мире. Tesla уже много лет развивает новые для себя направления. В конце 2023 года Илон Маск представил робота-андроида Tesla Optimus Gen 2. Робот может заменить человека в опасных или рутинных занятиях. Еще с 2019 года компания разрабатывает суперкомпьютер Dojo, который должен стать самым производительным. Высокие вычислительные мощности необходимы Маску для обучения искусственного интеллекта, который можно будет встроить в системы автопилота электрокаров Tesla. Новые горизонты – Neuralink, XAI и X. Стартап Neuralink, основанный в 2016 году, работает над устройством, которое позволит людям управлять компьютерами силой мысли. Это соответствует идее Илона Маска о контроле людей над техникой. В январе 2024 года предприниматель сообщил о первом успешном вживлении чипа Neuralink в мозг добровольца. Сейчас продолжаются клинические испытания устройства. Оно может помочь людям с ограниченными возможностями здоровья взаимодействовать с компьютерами и другими устройствами. При этом Илон Маск, опасаясь потенциальных угроз со стороны искусственного интеллекта, считает, что человек не должен предоставлять ему слишком много свободы. С целью создания противовеса крупным компаниям вроде Microsoft и Google, он стал одним из основателей OpenAI, стартапа, разработавшего нейросеть ChatGPT. Однако в 2018 году предприниматель покинул проект, решив сосредоточиться на обучении собственного ИИ. В июле 2023 года Маск основал компанию XAI, а уже в ноябре представил первый продукт – нейросеть Grok. Новый чат-бот обучался на текстах соцсети X, ранее известной как Twitter, которую предприниматель приобрел в октябре 2022 года. На данный момент нейросеть доступна только по платной подписке в X. Сенсационное заявление Илона Маска. В 2024 году Илон Маск, известный своими инновационными проектами, сделал ошеломляющее заявление, представив свое новое изобретение – сверхзвуковой космический самолет. Этот революционный корабль предназначен для перемещения на беспрецедентных скоростях и может кардинально изменить будущее космических путешествий и высокоскоростных перевозок. Последнее творение Маска способно за считанные минуты соединить города по всему миру и исследовать самые дальние уголки космоса. Оно обещает открыть новую эру аэрокосмических технологий, сочетающую в себе передовую науку и амбициозные планы. Предприниматель рассказал о первом в мире истребителе НЛО, который бросает вызов традиционной физике. Космический корабль под названием «Эфирон» оснащен двигательной технологией, которая превосходит известную аэродинамику и использует антигравитационную систему привода, основанную на принципах квантовой физики. На долгожданной презентации в штаб-квартире SpaceX Илон Маск продемонстрировал возможности истребителя. Он может бесшумно зависать, совершать мгновенные развороты на 90 градусов и достигать скоростей, которые раньше казались недостижимыми для созданных человеком транспортных средств. Конструкция корабля включает легкие наноматериалы и уникальный источник энергии. Предполагается, что эта форма энергии нулевой точки – бесконечный источник энергии, теоретически предложенный физиками, но никогда ранее не использовавшийся. Илон Маск заявил, это не просто скачок в аэрокосмических технологиях, это смена парадигмы. Эфирон будет иметь решающее значение для защиты Земли от неопознанных воздушных явлений и выведет нас на новый рубеж в освоении космоса.
как мечта становится реальностью. В 2020 году Илон Маск предложил использовать гиперзвуковой авиатранспорт в массовой авиации. Обычные грузовые самолеты летают со скоростью 885 км в час, а гиперзвуковые полеты направлены на достижение скорости 5 махов, что составляет 6173 км в час, или даже больше. Компании, такие как Hermes, Stratal и Hypersonics, находятся в авангарде этой технологической гонки, но наибольшее внимание привлек именно Илон Маск. В 2024 году SpaceX представил Х-1 – революционный реактивный истребитель НЛО, который бросает вызов традиционным аэрокосмическим технологиям. Х-1 обещает переосмыслить воздушный бой благодаря своим передовым технологиям и беспрецедентным возможностям. Он может достигать гиперзвуковой скорости 7400 км в час и имеет революционную технологию камуфляжа, которая делает его практически незаметным для радаров. Двигательная система Х-1, созданная на основе двигателей SpaceX Merlin и Raptor Engines, повышает топливную эффективность на 30% по сравнению с традиционными военными самолетами. Хотя основной целью Х-1, по-видимому, является военное применение, его технологические достижения могут повлиять на разработку гражданских гиперзвуковых самолетов. Однако этот инновационный проект сталкивается с серьезными проблемами. Среди них эффективность управления температурой двигательной установки и разработка новых материалов, способных выдержать экстремальные температуры и интенсивное тепло, выделяемое при гиперзвуковых скоростях. Инженеры активно работают над созданием систем, которые помогут преодолеть эти препятствия. Потенциальные применения гиперзвуковых технологий не ограничиваются коммерческими поездками. Они включают такие области, как национальная безопасность и исследование космоса. Создание безопасных, эффективных и экономически жизнеспособных гиперзвуковых самолетов требует значительных достижений в области материаловедения, аэродинамики и двигательных технологий. Хотя до широкого использования гиперзвуковых полетов еще далеко, новые исследования и разработки в этой области продолжают расширять границы возможного.